Итак, получилось очень вкусно. Вот посмотрите наш прекрасный сырочек. Сейчас мы его попробуем. Итак, свежий, ароматный, домашний, настоящий, без консервантов, без ешек, без всякой гадости, с настоящих домашних продуктов. Сегодня мы будем делать плавленый сырок. Я обещала было нос, и вот сейчас мы приступаем к этому интересному рецепту. Итак, для этого нам потребуется первое, полкилограмма творога, домашний творог. Покупайте творог обязательно жирный. Чем вкуснее будет творог, тем вкуснее будет сырок плавленый. Второе, нам потребуется 100 грамм сливочного масла, масло размягченное, домашней температуры. Нам потребуется одно яйцо, потребуется нам чайная ложечка соды, пол чайной ложечки соли. И посмотрите, я хочу к плавленному сырочку потом еще добавить, чтобы еще было вкуснее, пожарить грибочки. Я вам сейчас все расскажу. Начинаем делать плавленый сырок. Очень всем рекомендую этот рецепт делать себе и детям. Посмотрите внимательно, что написано на плавленых сырках. Залезьте в интернет, почитайте, и вы увидите, насколько там много ингредиентов, которые нам вообще не подходят. А еще и для нашего здоровья очень плохо действует. Берем творог, мы его ложим в емкость. Видите, творожочек рассыпается. Это домашний творог с базара, с магазина. Я вам вообще не рекомендую делать этот рецепт. Я делала, пыталась, у меня ничего не получилось. Итак, ложим сюда весь творожок. Теперь мы сюда добавляем соды. Добавляем одно яйцо. Добавляем пол-пачки масла. Делается очень просто, быстро. Делайте по моему рецепту. У вас всегда будет все получаться. Пишите мне, делитесь со мной, получилось ли. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Теперь добавляем сюда соли. И теперь мы быстренько, сначала толкушкой я это сделаю. И для того, чтобы сырочек получился однородным, надо обязательно хорошенечко блендером. Вот, видите, какой он стал? Пастообразный. И теперь мы продолжим дальше. Наливается в миску водички. Видите, сколько? Чтобы когда вы поставите сверху, чтобы она не касалась дна вот этой емкости. То есть это получается на водяной бане. И теперь мы это ставим на огонь. И вот сейчас что происходит? Смотрите, начинает он постепенно нагреваться. И вот этот эффект начинает появляться. Видите, он тянется. Вот как мед, когда берешь ложечкой. Вот это начало уже плавления. Продолжаем дальше, не останавливаемся. Если какие-то вы увидели такие маленькие грудочки, это не страшно. Оно все расплавится, оно сейчас все будет однородное. Его главное не передержать, чтобы расслоение не произошло. Попробуйте. Но необыкновенно уже вкусный, настоящий плавленый сырок, но во много раз вкуснее, чем тот, который мы в магазинах покупаем. Запах, нежность, вот оно уже, видите, как, о, красота, просто красота. Я очень рада, что я вам этот рецепт рассказываю. Подписывайтесь на мой канал, я вас очень многому научу. Я буду очень рада, если вы поставите мне лайк. Гляньте, какая прелесть. Класс. Видите, все грудочки, все расплавилось, ничего нету. Но лучше, конечно же, блендером
Гляньте, какая красота. А вкусный. А вкусный, а полезный. Это специально лью вам, чтобы вы видели, какой он тягучий должен быть. Не передержите его, но чтобы он у вас тянулся вот такими вот. Так, все готово. Угощайтесь. Итак, продолжаем делать плавленый сырок с нашими грибочками. Значит, для того, чтобы продолжить дальше, вот у нас уже грибы готовы. Видите, какая у них степень обжарки. Вот это грибочки, которые мы отварили 15 минут. Теперь мы берем блендер. Быстренько. Итак, вот наш плавленый сырочек. Видите, он горячий, тягучий. Вот я его выключила огонь, немножко поставила и не вытаскивала его с водяной бани, чтобы он был тепленький. И теперь мы должны наши грибочки соединить с плавленным сырком. Это будет просто необыкновенный вкус. Просто перемешали. Попробуйте на вкус. Может быть, вам чего-то захочется добавить. Вот наша баночка, которая просто чистый плавленый сырок. Он начал потихонечку, видите, застывать. Все это до завтра при комнатной температуре остынет. И завтра утром я вам покажу, я буду пробовать, показывать вам, какой он получается в результате, в конце. Не забудьте посмотреть мой рецепт мяса с грибами по-польски. Это тоже просто супер люкс, а не рецепт. Найдите его обязательно. А лучше подпишитесь на мой канал. Вот там внизу кнопочка «Подпишись». Нажимайте. И все абсолютно будете видеть мои рецепты. Так, оставляем все до завтра, пусть остывает. Посмотрите, какой вкусненький, сладенький, самый лучший, самый полезный. Только домашнее, только сливочное маслице, там творог натуральный домашний. Сейчас мы его попробуем. Класс. Хочу еще. Вот такой сырок приготовьте обязательно. Вы будете теперь плавленые сырки делать только дома. Мы вас всех приглашаем к нам на канал «Очень вкусно с Натали». Подписывайтесь. Спасибо вам большое, что вы с нами. Спасибо, что вы смотрите нас. Спасибо, что вы пишете нам. Мы всегда будем рады встрече с вами. Подписывайтесь на наш канал. Кнопочка внизу, напоминаю. Нажимайте слово «Подпишись». Итак, плавленый сырок вот такой. До новых встреч. В следующей программе у нас будет приготовление мяса, баранина. Ну, супер люкс. Это будет мягчайшая, нежнейшая, самая вкусная баранина, какую я только ела. Потому что это мой личный рецепт, проверенный. До новых встреч. Пока-пока.